Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу процесс создания этой акварели. В фильме вы слышите авторскую музыку нашей семьи. На прошлом занятии я вам показала, как создается рисунок этой композиции. Бумага у меня Баохонг профессиональной серии, плотностью 300 грамм, текстура сатин. Лист я смачиваю обильно с двух сторон, так как бумага мне пришла чуть пересохшей, она сильно скручивается, но при намокании она разглаживается. Но все же я решила ее закрепить малярным скотчем. Далее я быстро наношу первый слой акварели, создавая цветовую подложку. Цвета камера передает немного по-своему. Ваши устройства, на которых вы смотрите это видео, могут также искажать цветовые отношения. Где-то бумага чуть просохла, и я из мелкодисперсного пульверизатора чуть сбрызгиваю поверхность листа, так как хочется дальние ели написать по-сырому. Также этот цвет я добавляю кое-где в композиции. Для эксперимента я взяла пластиковый стик для лепки и решила процарапать кое-где поверхность листа. Но этот эксперимент мне не удался. Бумага у меня уже чуть просохла. Я беру восковой мелок и создаю некую фактуру. После того, как я прохожусь слоем акварели по восковому мелку, фактура проявляется. Это белый восковой мелок. Вы можете его найти также в детских наборах восковых мелков. Он не оставляет следов и в то же время не дает акварели проникать в поры бумаги, там, где нам нужно. Вот дальнюю елочку на фоне часовни я также выполнила с помощью этой техники. Также добавляю восковой мелок в местах, где у меня находятся пихты и стволы деревьев, так как стволы деревьев припорошены снегом. Я не использую в этой работе маскирующие жидкости. Очень красивую текстуру создают пихты на дальнем плане, но пока я прописываю все очень нежно. Добавить тональности я всегда смогу при высыхании работы. Сейчас я прописываю на дальнем плане силуэты деревьев, которые хорошо подчеркнут силуэт часовни.
Добавляю кое-где на снегу темных пятен. И перехожу к формированию кроны лиственницы. Разнообразие фактур и текстур обогащает работу в целом. Чуть при высыхании можно добавить каких-то более жестких линий, штрихов, где-то уплотнить тени. Ограждение стараюсь прописывать не одинаково. Где-то добавляю воды, чтобы написать на дальнем плане по сырому. Перехожу к часовне. Когда появляется желтый цвет, здесь я использую неаполитанскую желтую, то сразу же этот цвет притягивает взгляд зрителя. Добавляю каких-то архитектурных деталей, но не вдаюсь особо в подробности, так как все-таки часовня находится на дальнем плане. На фоне часовни расположены две фигуры и фонари. Если вы не уверенно владеете кистью, то лучше приложить на каком-то расстоянии от листа любую рейку, линейку и попытаться с помощью ее провести кистью линию. Но лучше потренироваться заранее на другой поверхности, чтобы не испортить вашу работу. Видите, постепенно проявляется тон в работе. Теперь можно добавить темные стволы парковых деревьев. Они очень красиво изгибаются и припорошены снегом. Помните, я наносила восковой мелок на стволы деревьев тоже, поэтому появляется интересная фактура. Где-то я прописываю тонкие веточки. И
С левой стороны у нас также присутствует дерево. Там я больше поработала мелком. Конечно, мелок не виден на бумаге, поэтому получаются неожиданные какие-то моменты. И по ходу работы чуть уплотняем в некоторых местах, прописываем тонкие веточки. Я взяла более тонкую кисть, лайнер. Это синтетическая кисть. До этого я писала белкой. Но почему-то вот кисть этой фирмы лайнер, она не держит четко пучок. Она почему-то расщепляется в процессе работы. Сейчас я взяла кисть щетина натуральная для создания массы веток полусухой кистью и чуть добавила текстуры на снегу. Парковую дорожку чистил трактор, поэтому грубая текстура здесь придется кстати. Кое-где смочила для смягчения резких границ и начинаю уплотнять деревья на дальнем плане, сугробы, чуть проявляя их, и перехожу вновь к архитектуре. Я решила уплотнить небо, так как при высыхании краска чуть проседает. Я пишу в первый раз на бумаге Баухонг, поэтому не могу заранее предсказать, как она себя поведет в работе. В целом бумага мне понравилась, так как можно смачивать отдельные фрагменты и не будет оставаться каких-то разводов на листе, как обычно себя ведет целлюлоза. На хлопке, конечно, пишется иначе, но нужно учитывать то, что краску нужно набирать больше на кисть и плотнее, либо просто дольше работать и ждать просыхания каждого слоя. Последующие слои прекрасно ложатся на эту бумагу, не размывая предыдущие слои краски. Белила в работе я не использую, просто постепенно проявляю более темные места. Очень много веток, постепенно где-то добавляю и еще масса веток, уплотняя их по цвету и тону. Чуть прошлась полусухой кистью белкой. Возможно, мне захочется вернуться к этой работе, чтобы еще что-то где-то уплотнить, но вы это уже не увидите в этом видео. Этот формат примерно А3. О всех материалах, которые я использую в работе, я пишу в описании к видео.
Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился и вы узнали для себя что-то новое. Вот такая акварель у меня получилась. Очень тонкие цветовые сочетания. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.